покажи мне его, свой мир. Мой мир? Пусть будет так. Я поплыла в океан, жила в красный сарафан. И я б забыла, что ты есть. Я б не лезла в эту сеть. Я бы не была бы. Всем общего. Сегодня мы с вами подключим подсветку в ноги, а также зашумим до конца почти весь пластик по машине. Постараюсь показать все в мелочах, что к чему подключал по подсветке, а также где и как шумил, что откручивал и как. И заранее извиняюсь за свой голос, так как болею. В принципе, что, всем приятного просмотра. Все-таки решил я заказать подсветку в ноги, хоть всегда думал то, что это колхоз. Вот, просто увидел у друга, вроде как прикольно выглядит. Буду запитывать не через прикуриватель, буду провода отрезать и где-нибудь в салоне сейчас найдем, припитаем все это дело. Так, ну не стал я отрезать где-то здесь, я разобрал всю эту шнягу, там всего один болтик, вот, и она все открывается, и уже с самой платы здесь вот плюс-минус я просто это все дело снял. Припаяно было, кстати, очень плохо. И сейчас будем изнутри прикуриватель, и там плюс кинем на подсветку прикуривателя, вот, и минус там же возьмем. Все, это дело я обратно собрал, вот. А это сейчас где-то вот так вот отрежу и уже буду разбирать салон, и там к проводам тоже покажусь, как припитываться. Достали мы фишку из прикуривателя. Тут идет 3 провода. Вот такой вот красно-синий. Мы его не трогаем. Нам нужен черный, это минус, и белый, это плюс, чтобы габариты включались, и только тогда работала подсветка. Вот разобрал провод, который идет с подсветки. Вот такие вот здесь тоненькие проводочки. Я прям вообще в шоке, как все питается такими проводами. Так, ну в общем, все это дело у нас работает. Суть какая? Везде все получилось красиво, нигде ничего не торчит. Здесь я присоединил, я вам сейчас покажу, вот, прям за вот этой штучкой, ее прекрасно не видно, ничего. Сзади она вот так вот снизу, прям в самом низу сиденья. А с вот этой проблемы подключать ее, ну, вообще некуда клеить больше, как кроме вот сюда. Это единственное место, самый конец, и вот так вот она торчит. Вот. А так в остальном все вообще прекрасно. Вот проблема одна осталась. Я лоханулся и заказал подсветку, которая работает только по пульту. Вот, Bluetooth в ней нет. А так, в принципе, все нормально, но пульт приходится подносить вот прям к блоку этому. И то, вот видите, я сейчас нажимаю, оно не срабатывает. Вот, сработало. Приходится прям очень близко. Не знаю, сейчас пластик поставлю и посмотрим, как это все будет работать. Так, в общем-то, все это я закрепил. От самого блока идет маленький проводочек с лампочкой. С помощью этой лампочки, в принципе, и функционирует пульт. Соответственно, я его поставил вот сюда вот. Теперь просто я вот опускаю сюда пульт, и все прекрасно работает и переключается. Вот. Провода я протягивал под этим туннелем, ничего не цеплял, просто туннель сам приподнял и под ним вот так вот вниз положил под него все. И все, ничего не видно, все прекрасно. Проводов запасно хватит, я не знаю даже на какую машину это рассчитано все. Проводов очень много. Так, ну, в общем-то, очень меня удивило то, что залетел последний видосик. Не сильно, но все же пока что самый популярный на моем канале. Обидно то, что снял я его меньше, чем за сутки. Вот, и набрал он больше, чем прошлые, которые я снимал там по неделе. Но раз вам заходят больше видосы по салону, значит, сейчас продолжаем клеить антискрип. Вот, потому что после того, как последний раз я клеил, прошло уже дня 4, и еще нашел косяки по задней части автомобиля. Вот, соответственно, сейчас переместимся в багажник, и тогда уже покажу, что там к чему. Так, ну по задней части я заметил только то, что проблемы вот в этих боковых пластиках, которые я не шумил. Сейчас буду смотреть, как их правильно разбирать, сниму, и тогда уже подключусь. Эту часть мы разобрали, откручивается она, ну, лично у меня было, получается, вот эти вот 2 болтика
И все, больше ничего. И снял еще вот эту вот. Она тоже держится на одном болтике. После этого она вниз оттягивается и снимается. Хотел снять сразу и вторую, но у меня багажник держится с помощью палки, так как одного держателя нет. Вот, соответственно, сейчас сначала вот эту часть всю почищу. Вот, и проклею, а потом уже эту. И еще одну часть вот эту вот снимаю, так как она скрипит вот здесь вот, где соприкасается с уплотнителем. Вот, сейчас снимаем, тоже будем оклеивать. В общем-то, одна часть готова. Объясняю, мало ли, может кто-то тоже будет клеить. Вот эта часть. Она у нас соприкасается с вот тут вот с родной обшивкой. Далее мы идем, ну вот здесь болтики, вот тут вот все. И вот еще один момент, тоже болтик, вот здесь он крепится. Вот, тоже, чтобы там, где крепилось, там не скрипело. Так, далее идем. Вот эта полосочка. Она у нас уходит под резинку стекла. Вон там вот. Вот эта верхняя полоска. Она у нас соприкасается с вот этой пластиной, на которой находится шток для самой сидушки. Еще вот здесь вот маленький кусочек. Вот такой вот. Этот кусок соприкасается с сидушкой. И, ну, соответственно, с этой стороны она соприкасается вон там, в самом углу. Так, ну, в принципе, по этой части все. Сейчас переходим на вот эту. Ну, еще одна часть готова. Просто обклеил ее всю по контуру. Выделяться будет очень даже сильно, но мне вообще на это все равно, этот внешний вид. Вот, главное, чтобы здесь ничего не скрипело. Вот сейчас всю эту часть собираю. Вот тогда уже переходим на вторую. Пока ставил вот этот пластик, вспомнил то, что еще есть вот эта вот часть. Я ее проклею. Вот, она будет соприкасаться вот с этими резинками, с вот этим вот пластиком. Так, ну эту часть собрал. Вообще никаких скрипов, ничего вообще ниоткуда нет. Думаю, со второй частью то же самое сделаю, и вообще никаких скрипов по багажнику больше не будет. Эта часть у нас тоже готова. Все абсолютно идентично. Левый проклеил. С этой стороны то же самое. Сейчас буду переходить на вот эту вот стоечку. Стоечка у нас тоже теперь протянута полностью. Вот, сейчас все буду устанавливать. Эта сторона тоже на месте. Вот, прям все отлично. Никаких скрипов и стуков не слышу вообще. Надеюсь, так и останется. Сейчас приступаем к вот этому пластику, который находится вот здесь. Ну, все, соответственно, я проклеил. То же самое и здесь, так как на вот эти вот моменты ложится вот этот пластик. По багажнику все, абсолютно ничего нигде не скрипит. То же самое и вот это. Вот. Сейчас уже будем переходить в салон. Так, ну здесь мы переходим к вот этим вот, как говорят, сапожкам. Вот они все скрипят, хрустят там что-то. Сейчас разберем и точно так же все проклеим. Так, ну все, обе сняты. Снимает он, держатся они на 4 болтах. Раз, два, три, 4. И после этого они вытягиваются вверх. То же самое и это. Все это дело вычистил, сейчас обезжирю и буду клеить. Пошел в салон, чтобы вычистить вот эту часть. И затронул вот этот вот верхний пластик. Он тоже скрипел, и решил его тоже снять. Держится он на одном шурупе снизу и на ремне безопасности там ключ на 17. Все это дело снял, сейчас почищу, обезжирю и тогда уже буду клеить карпет. Спустя полчаса все готово. Сейчас идем в салон, все вычищаем и будем ставить. Также вот в эти отверстия, куда вставляется пластик, тоже проклеиваем. Вот на вот этих вот стойках все было так же. Я также проклеивал, просто забыл сказать. В общем-то, я это все установил. Абсолютно ничего не скрипит. Вот. Вообще, куда ни нажимай, прям вот ни одного скрипа не слышу.
Так, с той стороны все то же самое. По салону мы закончили, и я нашел один хороший плюс от того, что мы подключили подсветку к подсветке прикуривателя. Плюс таков, то что у нас вот здесь вот есть крутилка, которая уменьшает яркость спидометра. И вместе с ней, когда я кручу, уменьшается здесь подсветка вся. Это можно делать и на пульту, вот, но чтобы лишний раз не искать ни пульт, не подносить там что-то. Оп, подкрутил обратно, все, она тускло горит, выкрутил обратно, все идеально. А меня манит ваши города, дурманит этот балаган. В кумаре бьем по ладам, чтобы вверх-вниз голова. Из недары задарма, старикам по домам, землякам издалека, пока дымит второе я. Ай, нихуя, ведь я такой же, как и тогда. Видео подходит к концу. Сегодня наш салон стал заметно тише. Задняя часть автомобиля вообще не слышно ничего. Никаких скрипов, ни щелчков. Вообще никаких звуков с задней части автомобиля больше нет. У нас остается только перед, это торпеда. И я не знаю, когда приду к тому, чтобы снять всю торпеду и зашумить ее. И также моторный щит. Возможно, в будущем когда-нибудь это сделаем. Спасибо всем, кто смотрел. Там лайк, подписка, там, если было интересно. Все, тогда всем удачи.